Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Спортивный арбитражный суд СИЕС в понедельник, 14 февраля, опубликовал решение по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой. МОК, Всемирное антидопинговое агентство ВАДА и Международный союз конькобежцев ИСУ подали апелляцию на отмену отстранения Валиевой в СИЕС. Дело рассматривала выездная панель СИЕС 13 февраля. Как говорится в заявлении СИЕС, решение о допуске россиянки до личного турнира Олимпиады принято с учетом ее статуса защищенной персоны и особого подхода к ним. Суд учел позднее извещение фигуристки о положительной допинг-пробе от 25 декабря. СИЕС подчеркнул наличие серьезных проблем, связанных с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста россиянки, что помешало ей установить определенные юридические требования в свою пользу. Кроме того, панель сочла, что недопуск Валиевой к участию в играх нанесет ей непоправимый вред в данных обстоятельствах. Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира на Олимпиаде 2022. Выездная комиссия спортивного арбитражного суда СИЕС в Пекине не рассматривала в деле россиянки Камилы Валиевой вопросы, связанные с командным турниром по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине, сообщается в релизе суда. Специальной комиссии СИЕС было предложено определить, следует ли налагать временное отстранение на фигуристку Валиеву. Комиссию не просили выносить решение по существу этого дела или рассматривать правовые последствия, связанные с результатами командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде, поскольку такие вопросы будут рассмотрены в ходе других разбирательств, говорится в сообщении. Международный союз конькобежцев ИСУ будет уважать и принял к сведению решение спортивного арбитражного суда СИЕС по делу фигуристки Камилы Валиевой, о ее допуске на личный турнир Олимпийских игр в Пекине. После слушания специальной комиссии СИЕС по арбитражным процедурам, касающимся фигуристки Камилы Валиевой, Олимпийский комитет России, ИСУ должным образом принял к сведению и будет уважать решение, по которому временное отстранение Валиевой остается отмененным, говорится в сообщении. В ИСУ отметили, что организация нуждается во времени для оценки ситуации, прежде чем давать дальнейшие комментарии. Российское антидопинговое агентство РУСАДА продолжит разбирательство по делу фигуристки Камилы Валиевой о положительной допинг-пробе, сообщается на сайте Международного агентства тестирования. Разбирательство по существу очевидного нарушения антидопинговых правил, включая право спортсмена запросить анализ пробы Б, будет продолжено РУСАДА в установленном порядке. Учитывая, что судебный процесс по этому делу окончательно не завершен, ITA не будет предоставлять никаких дополнительных комментариев. Любая дополнительная информация по делу будет опубликована в форме заявления, говорится в сообщении. Спортивному арбитражному суду СИЕС не пришлось бы рассматривать в ходе Олимпиады в Пекине дело российской фигуристки Камилы Валиевой, если бы спортсменку и антидопинговые организации вовремя известили о положительной пробе, взятой в конце декабря прошлого года, заявил генеральный директор СИЕС Мэтью Рип. Позднее извещение о положительной допинг-пробе – крайне неудачное обстоятельство, поскольку оно затрагивает не только спортсменку, но и организаторов Олимпийских игр. Иными словами, мы бы не рассматривали это дело, если бы процедуры тестирования были бы завершены за неделю или 10 дней, что является стандартом на Олимпиадах, заявил Рип на брифинге. Президент Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала решение СИЕС допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира Олимпиады в Пекине. «Я рада, что очередная провокация, которая началась еще летом, не удалась. Видимо, после прошлого скандала они не стали дальше раздувать и приняли правильное, взвешенное решение. Я очень счастлива за девочку, тренеров и всю нашу страну», — сообщила Винер-Усманова. Решение спортивного арбитражного суда СИЕС по делу российской фигуристки Камилы Валиевой является торжеством здравого смысла и справедливости, заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. Единственное, что тут можно сказать, здравый смысл и справедливость восторжествовали. Насколько растянется весь процесс, это вопрос юридический, мы еще пока не знаем, главное, что она допущена, сказал Горшков.
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что в организации рады допуску фигуристки Камилы Валиевой к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. Было тревожно и, конечно же, мы рады тому, что Камила Валиева сможет выступить в личных соревнованиях. Потому что она действительно является, наверное, одним из уникальных явлений современного фигурного катания. И мы рады, что здравый смысл и справедливость восторжествовали, сказал Коган. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Никита Коцалапов заявил, что испытывает счастье от новости о допуске соотечественницы Камилы Валиевой до участия в личном турнире игр в Пекине. «Мы очень счастливы, вперед, Камила», — сказал Никита Коцалапов. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что очень рад новости о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой до личного турнира Олимпиады. «Нереально, прямо безумно рад, лучшая новость в день Святого Валентина», — сказал Ягудин. Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал решение спортивного арбитражного суда СИЕС допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к личному турниру на Олимпиаде в Пекине после скандала с положительной допинг-пробой на триметазидин. «Слава Богу, это большая победа для всех нас, это очень здорово, я действительно счастлив за Камилу, такие таланты надо беречь». Можно ли сказать, что это решение полностью оправдывает Камилу? Бог его знает, как они там себя дальше поведут, будут ли еще апелляции, но сейчас я счастлив, что ей разрешили выступать. Надеюсь, что и дальше процесс будет двигаться в позитивном для нашей спортсменки направлении, сказал Жулин. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что решение по допуску российской фигуристки Камилы Валиевой до личных соревнований на Олимпиаде в Пекине вызывает большую радость. Предстоит еще много борьбы впереди. Но градус напряжения был настолько велик, что хочется просто выдохнуть и порадоваться такому замечательному решению СИЕС. Это единственное справедливое решение суда из всех возможных. Камила не заслужила всего ужаса, что с ней происходит в последние дни. Ее прокаты на Олимпиаде будут феноменально. Там столько внутренней боли, желаю удачи, пусть все обойдется, сказала Бестемьянова. Серебряный призер Олимпиады 2002 года, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал решение спортивного арбитражного суда СИЕС допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к личному турниру на Олимпиаде в Пекине. Решение допустить Камилу к личным соревнованиям очень мудрое и верное, оно достойно уважения. Мы все были в трепетном ожидании и очень рады, что исход положительный. Мудрость сегодня победила. И, надеюсь, победит в дальнейших разбирательствах и в вопросе вручения медалей за командные соревнования. Самое главное сейчас, чтобы вся эта нервотрепка не сказалась на Камиле и ее психологическом состоянии. Безусловно, все это было очень тяжело для всех, в особенности для самого спортсмена. Но я уверен, Камила сможет перебороть все эти эмоции, рядом с ней находятся опытные специалисты, тренеры, которые не дадут ей сдаться. Надеюсь, решение СИЕС наоборот придаст ей сил и мотивацию, и мы увидим великолепную Валиеву, которую мы все знаем и безумно любим, сказал Авербух.